Здравствуйте, наши дорогие друзья! Это канал «Давай запишем», с вами Александр. Сегодня мы будем знакомиться с вокальным процессором Zoom V3. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Ну что ж, в эту коробочку массой около 600 граммов производитель упаковал просто массу всего, что может понадобиться для работы вокалистом, стримером, а также студийной записи. Помимо того, что это устройство является вокальным процессором, оно еще и аудиоинтерфейс, что делает цепочку оборудования для той же трансляции или записи максимально простой. Компьютер, процессор, микрофон. Запись будет возможна с частотой 44-100, ну а 16, 24 или даже 32 бита – это выбирайте сами, исходя из сил вашего компьютера и личных убеждений. Микрофон сюда можно подключать как динамический, так и конденсаторный, 48 вольт здесь есть. Ну и обращаю внимание, что микрофонный вход здесь только XLR, поэтому о шнурке надо позаботиться заранее. Ну и коль пошли по этой панели, смотрим, что тут есть еще. Уровень громкости микрофона есть, подключить внешнее устройство проигрывания можно, вывести сигнал на другую карту или звукоусилительную систему, пожалуйста, а также подключить наушники и отрегулировать их громкость, естественно, дозволяется. И последнее – это возможность подсоединить сюда педали Foot Switch или экспрессии и получить питание от сети переменного тока через сетевой адаптер. Все это оборудование является опциональным и в комплект, увы, не входит. Но изначально можно попробовать обойтись и без педалей, а что касается питания, то хороших 4 батареек типа АА вам должно будет хватить на 3-3,5 часа беспрерывной работы. Батарейки в комплект дали, спасибо и на этом. Ну и последнее перед основной частью – это то, что для максимального удобства при работе на сцене вокалисты могут повесить этот процессор прямо себе на микрофонную стойку. Крепления в природе существуют, приобретать их надо также отдельно. Да, и упомяну еще о том, что к опциональному оборудованию Zoom относит еще и вот такой микрофон. Это Zoom SG-V6, который как бы должен изолировать ваш голос от всяких внешних шумов и т.д. и т.п. Но, вспоминая обзор на процессор V6, который мы как-то делали, мне показалось, что он как-то уж очень слабоват для каких-то более или менее серьезных целей. Уж лучше взять что-то типа того же AKG D5S, да еще и сэкономить, если покупать сразу в паре с процессором. У нас такое предложение для вас имеется. Так, ну что, переходим к самому главному. Что тут есть, как оно работает и как звучит. Количество эффектов здесь 16. И плюс, помимо всего этого, здесь есть независимый блок с компрессором, дилеем и ревером, который можно запускать в любых нужных нам порциях поверх любого выбранного эффекта. Теперь давайте по порядку послушаем возможности каждого. Первый у нас это эффект Harmony, который управляется вот этим блоком с целью выбора нужного вам интервала. Послушаем. Тональность у нас выставлена до. Скорее всего, это будет мажор. Поехали. До. До. Ну, замечательно. Следующим у нас будет октава. Давайте активируем и услышим, что она делает. Это эффект октава, это эффект октава, это эффект октава, это эффект октава. Теперь послушаем, что такое дисторшн. Возможно, экстрим-вокалистам оно понравится. Это эффект дисторшн. Это эффект дисторшн. Эффект дип. Что это такое, с чем его едят? Слушаем. Это эффект дип. Дип. Очень страшно. Очень страшно. Очень страшно. Очень страшно. Теперь токбокс. Унисон. 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 Телефон.
Телефон. Раз, два, три, четыре, пять. Это лучший телефон. Эффект робот. Сейчас послушаем, как работает вокодер. Теперь попросим аппарат нам немного подсвистеть. Whistle. Продолжаем с битбоксом. Битбокс. Это битбокс. Далее эффект child. Ну, такой подросток. Child. Помоложе и совсем младенец. И добрались мы до pitch-коррекции. Можно работать в двух режимах. Это кей и хроматик. При этом нужно не забыть выставить тональность нашей песни, чтобы корректор работал, корректно. До, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, 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 до. Ну и послушаем здешний хорус. Это хорус. И в финале всего поиграем с формантой. Форманта. Да, и вот еще. Здесь есть функция Enhance, которая служит для оптимизации звучания любого микрофона. То есть какую-то автоматическую подгонку приходящего сигнала по частотам она делает. Давайте попробуем это услышать. Вот мы слышим чистый микрофон без Enhance, и вот его включаем. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, без него, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Ну, слышно, что немножечко частоты корректируются, что-то появляется. Хотя, давайте попробуем это еще проделать и с динамическим микрофоном. Подключили динамический микрофон, слушаем без энхансера. Раз, два, три, четыре, пять. И тут же включаем. Наблюдайте. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Такая же история. Заметно, что частоты преображаются и становится звук несколько более ярким. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и как тут удержаться от соблазна что-нибудь спеть, предварительно накрутив тут чего-нибудь интересного? Вот и давайте накрутим и споем. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Спой-ка с нами, перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, Будет елочка. раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, По просторам. и, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Ну что, друзья, ничего себе так приборчик, учитывая то, что он еще и звуковая карта. И если не перебарщивать с эффектами и разумно их использовать, то он, думаю, многим может прийтись по душе. Конечно, 19 тысяч это деньги сейчас немалые, но зато очень многие вопросы и даже головные боли можно будет снять раз и навсегда. Так что, если он вам понравился и вы понимаете, что вся начинка точно будет вам нужна и полезна, то остается только думать о том, где надыбать эти 19 тысяч. Ну ладно, 18. Скидку-то можно выпросить всегда. Ну и по традиции хочу спросить у вас, друзья, может кто-то уже имеет такой Zoom? Тогда напишите нам, насколько он хорош, что там является недостатком и так далее.
А на сегодня у нас все. Желаю вам творческих успехов, оставайтесь в компании с нами и до новых встреч. Мышь еще тупит. Чё такая мышь тупая, а? Вроде такой умный зверь, а она тупая. С целью выбора нужного вам интервала. Послушаем. Стоп. Да. Слушай, ну это неправильно. Надо Неправильно. подключать, Это чтобы это не было надо все подключено, а то какая-то